Итак, я начал большой камин под отделку, под изразцы. Камин классический, английского стиля, открытая топка. И камин достаточно сложный, поскольку топка здесь будет из кирпича, открытая, и весь камин будет из кирпича. То есть, поскольку он будет под изразцы, то есть под отделку. Материал у нас для работы это вот Витебский кирпич, первый цех. Этот кирпич будет использоваться для кладки основного тела камина. Плюс внутри будет немного шамотного, и внутри будет красивый кирово-чепецкий кирпич, темный шоколад. Им будет сделана топка. Камин чем сложен? Он сложен тем, что внутри тела камина выходят еще две трубы. То есть вот эта вот труба, это труба печи сауны, и все это идет в подвал. Эта труба, это вентиляция сауны. Все это также выходит вниз в подвал. Сначала будет у камина труба кирпичная, и потом, когда он дойдет до 3,5-4 метров, кирпичная труба перейдет вот на такой вот сэндвич 25 внутреннего диаметра. Сейчас здесь у нас такой камин получается полукруглый, поскольку нужно обойти вот эти вот трубы. И потихонечку 1,5 метра у меня, вот она риска. И потихонечку ступеньками я буду за 2-3 ряда. Сейчас выведу кирпич вот сюда, под этот уровень. В принципе, там уже выхожу практически в начале за 2 ряда. Здесь с этого края такой загиб, скорее всего, 3 ряда потребуется, чтобы нормально выйти. Низ камина 1,5 метра. Кладка ведется на глиняно-песчаном растворе, обычном. Это красная глина. Это основной раствор, на котором в целом работает и должен работать любой печник. Потом, вся сложность в том, что низ камина, он 1,5 метра, а верх камина 1,10 метра, верхняя часть. И вот эти обе трубы должны будут сузиться, то есть перейти и пойти уже вот в этом направлении. Но тут самое главное рассчитать точно момент их перехода. В целом, сложность достаточно условная. Все, камин этот будет под отделку. Отделываться будут изразцы на термостойком плиточном клею. Поскольку основные стенки, все стенки у камина внешние холодные, никаких проблем в этом нет.